Всем доброй ночи. Вы знаете, дорогие друзья, я сейчас снимаю этот ролик во второй раз. Я сняла один раз и очень долго, очень много объяснила, для чего я дарю этот ритуал, кому. И насколько же было мое омерзительное чувство внутри, когда я поняла, что я файл нечаянно удалила, и он не загрузился. Вы не представляете, какое-то ощущение, как будто у тебя дом сгорел и все имущество погибло. Потому что когда ты так долго, так правильно, красиво все это снимаешь, объясняешь, потом обнаруживаешь, что ты нечаянно нажала не на тот ролик и удалила, просто хочется разбить этот телефон просто вдребезги. Поэтому позвольте, я долго говорить не буду, потому что я и так сейчас очень обозлена на саму себя, что удалила. Но поскольку я знаю, что этот ритуал вам всем нужен и полезен, я набрала все-таки силы воли и сделала еще раз, потому что я такой человек, я так легко и просто не сдаюсь. Дело в том, что царица Клеопатра говорила, что любовь делает из человека раба и заставляет его подчиниться тому, чему он не хочет подчиняться. Так вот, болезненная любовь не дает разумной женщине строить карьеру, отнимает у нее здоровье, время, силы, жизнь. И в конце концов женщина уходит в никуда, оставляя все. Она не оглядывается, чтобы посмотреть, остался ли ноутбук, телефон, деньги, имущество. Она все оставляет и уходит, опустошается душой. Пока женщина борется за эту любовь, она скандалит, злится на саму себя, на него. Но когда подходит время, и просто что-то остывает, обрывается внутри, она понимает, что к ней нету ни уважения, ни заботы, что она совершенно, скажем так, безразлична человеку. К сожалению, мужчины очень мало ценят любовь женщины, больше они манипулируют этой любовью. Почему на одну женщину они поднимают руку, а второй они приносят тапки в зубах? Потому что та, которая любит и предана, дает им повод думать, что они могут пользоваться ею бесконечно. И родственники этого человека, в том числе, они будут вам говорить спасибо, потому что вы избавили их от многих проблем, и теперь вот вы хотите вернуть это существо им обратно. Естественно, понятно, что теперь проблемы уже у них, и, естественно, теперь они будут за него думать, решать, и им было намного удобнее, когда это животное было на вашей шее, и вы молча терпели, и все хорошо. И как только вы сказали, я больше не хочу и не могу, все забылось. Забылось, что вы столько лет ценой вашего здоровья, становясь просто инвалидом и морально, и душевно, и физически, тянули на себе вот этого недочеловека. И как только вы этого проклятого родом отдаете обратно этому роду, который очень хотел от него избавиться с вашей помощью, вы становитесь врагом номер один. Не уважает женщину муж, не уважает вся родня, не уважает мир. К сожалению, норовят каждый пользоваться твоим несчастьем, твоей болью, совершенно не осознавая и не понимая, насколько в тяжелом положении находится женщина, которая постоянно терпит эти издевательства и боль. К сожалению, очень разумные женщины податливы. Очень разумные женщины могут любить много лет, прощать, остывать, снова принимать. Боль, тоска, самообман. Он не любит по-своему. Вот он такой человек. Ну, кроме того, вот эти манипуляторы, которые валяются в ногах,
прости меня, я вот дурак, я не осознаю, я обязательно справлюсь, я все понял, осознал. И вот так много лет эта любовь унижает, мешает женщине. Сколько раз нам бывает стыдно за их поведение при людях. А стыдно должно быть им, а не нам. Но нам стыдно, потому что мы люди разумные, потому что мы переживаем, потому что у нас есть ответственность перед обществом, чего нет у них. Люди, которые живут своей жизнью, как хотят, как им нравится. И при всем этом мы еще должны их жалеть, принимать обратно, понимать их, давать им шанс. И вот так вот без конца и края до того момента, пока просто не останется от нас половина. Знаете, станем получеловеками уже, потеряв молодость, здоровье, опустошая себя морально, физически, чтобы уже в конце концов понять, что это все бесполезно. Ставьте себя на их место, меняйтесь ролями всегда. Вы отпустили бы его ночью одного? Нет. Он вас отпустил, значит, ему плевать на вас. Не занимайтесь самообманом. Вы болели, он не пришел, у него были дела, у него было то, сё. Если бы он болел, вы бы не пошли к нему. Вы бы пошли, поговорили с врачом, купили бы лекарства. Но он не сделал этого, значит, ему было совершенно начихать на вашу болезнь, на вашу жизнь, на вас в том числе. Не обманывайте себя, освобождайте себя от этой мучительной любви, избавьте себя от этого. Подобные ритуалы проводят вообще практики на остуду, чтобы человек остыл и отошел. Если мы живем согласно нашему разуму, если мы подчиняем сердце своему разуму, мы соответствуем Вселенной, потому что Вселенная живет не эмоциями, не чувствами, а разумом. И если мы живем разумом, значит, мы поступаем правильно, ведем себя правильно, ведем правильный образ жизни. И мы не будем в проигрыше. Женщина, которая руководит целой корпорацией, которая слышит комплименты, которая интересна, умна, но дома слышит самые последние, самые омерзительные слова, которые возможно. Дома ее душу пропускают через мясорубку. У нее нет улыбки на лице, у нее нет счастья, у нее нет ничего. Она уже просто находит утешение в работе, в детях, больше ничего ей не нужно. Не мучайте себя. Не насилуйте свою душу, избавьтесь от той болезненной любви, которая вам не дает двигаться вперед. Любовь должна приносить счастье. Откажитесь от той любви, которая вас делает несчастными. Я не буду долго говорить, потому что в первом ролике я очень много чего сказала. Мне очень жаль, что он удалился. Ну ладно, значит, нужно было так. Значит, я там лишнее наговорила, чего не нужно было зрителю знать. Может быть и такое. Я дарю вам ритуал, который избавит вас от мучительной любви, а там дальше вы сами знаете, как поступать. Уважайте этого мужчину, цените его, заботьтесь о нем, но не кидайтесь в омут головой. Никто это не ценит, никогда не оценит. Проведите этот ритуал столько раз, сколько нужно, для того, чтобы ваша душа остыла, чтобы вы не были в плену этой ненужной, мучительной, абсолютно не приносящей ни капли счастья, любви. Любовь должна дарить радость. Если не дарит радость, это не любовь, это зависимость, это, знаете, болезнь некая, но никак не любовь. Там любовью и не пахнет. Итак, для этого вам нужна восковая свеча, стакан или бокал, или любая емкость с водой, спички и шерстяная нить. Нить любого цвета, не имеет значения. Главное, чтобы шерстяная была. Я читаю заговор. Читается заговор один раз. Но там, где нужно, есть определенные куплеты, я их называю припевы. Там нужно читать по 6 раз. Я буду говорить по ходу разговора, я вам объясню. Все-таки жаль, что тот ролик
удалился. Очень жаль. Но второй раз я не хочу повторять одно и то же. Очень противное чувство, не объяснить словами. Так мерзко на душе, что я не туда нажала. Не знаю, как это восстановить, и не буду восстанавливать. Просто сняла еще раз, и все. Остывайте от ненужной любви, чтобы ваш разум трезво думал. Точно. Вам за эту боль никто не скажет спасибо. Ни его родные, ни ваши дети, ни ваш организм, ни жизнь. Потому что пройдут годы, вы поймете, что эта любовь вас сожрала. Вот когда зверь кидается на человека, терзает его, а потом человека собирают по кускам, зашивают. И это то, чтобы человек как-нибудь жил дальше. Вот женщина после таких страданий, мучений очень похожа на растерзанную зверем существо, которое должна залатать свои раны, встать на ноги, подниматься просто с нуля, уже приобретая инвалидность, уже становясь сердечницей, уже становясь гипертоником, уже потеряв много времени, уже проиграв свою карьеру, уже состарившийся, уже как бы пугающийся новых отношений и так далее. Очень много с ней происходит. Она просто умирает и воскрешает вновь. И виной всему чувства. Даже очень сильная, очень разумная женщина подвержена чувствам, потому что в женщине это заложено. Любить и быть любимой. Она к этому стремится. И, к сожалению, вместо любви находит нечто такое страшное, что опустошает ее душу. И оставляя все и разворачиваясь, уходя, она платит. Она отдает плату за возможность спастись из ада. Это действительно ад, когда человек идет домой, как на каторгу, за очередной порцией унижения, за очередной порцией, тут и порцией, но и порчей тоже, оскорбление за болью. Каждый день слыша о том, какое ты ничтожество, кто ты есть, что ты себя представляешь, переставая улыбаться миру, потеряв все краски жизни, она за него стыдится, она несет за него ответственность, она пытается его привести к жизни, она за него стесняется. И многое другое. Я думаю, что все разумные, сильные личности через это прошли. Прошли, считая, что не могут отказаться от него, не могут без него жить. Проходя через муки ада, через каторгу, через издевательство. Любя его преданно, скучая, желая видеть в нем что-то хорошее. И обманывая себя, что он такой, не получал любви в детстве, ему не подсказывали, ему не говорили, так уж случилось, одумается, придет в себя, оценит, увидит, обязательно осознает, обязательно поймет. Бесполезно это все. Выкиньте это чувство, которое вас загубит, уничтожит, потому что очень много было женщин, которые в конце концов, не выдержав этого всего, то заболевали онкологией, умирали, то еще как-нибудь, потому что эти стрессы, нервы, они никуда не деваются. Мало того, что вы в этот момент столько отдаете своего здоровья, так и потом, когда вы от этого как-нибудь освобождаетесь, вот эти все старые раны дают о себе знать. Ваша нервная система расшатана, ваше здоровье подорвано.
И, естественно, со временем болезни начинают поднимать голову. Вы еще после этого платите за то, что вы столько натерпелись. Проведите этот ритуал. Если нужно 6 раз, 7 раз, столько раз, вначале остынет вот эта вот страсть, потом станет более трезво мысли, потом и вовсе это все исчезнет. Избавьтесь от этой болезни и живите в трезвом разуме. Уважайте человека, заботьтесь о нем, но никогда не сходите по нему с ума. Не отдавайте последнюю частицу души. Никому, никто этого не достоин. Даже самый святой человек не достоин того, чтобы вы полностью отреклись от самой себя и преданно служили его интересам. Поверьте мне. Итак, обращение к великой повелительнице небес, матери богини, которая воплощается в каждом божестве женского пола, которая есть, собственно говоря, женская суть космоса. Итак, видите, какая у меня сила воли? Снимать 40 минут, стереть случайно этот ролик, разозлиться, но все равно снять. Вот эта сила воли мне и помогает по жизни. Один раз не получается, я говорю, а я еще раз попробую. Но я сильно разозлилась, очень. Не знаю, какое чудо спасло мой телефон от того, чтобы я его не разбила, просто не шваркнула. Настолько у меня злость проснулась. Ну да ладно, я практически сказала то, что и в первом ролике. Начнем. О великая повелительница небес, Матерь-богиня, небесная покровительница, дарительница и отнимающая. Посмотри на меня, загляни в мое сердце. Оно изранено, сожжено обидой, в рабстве любви. О Матерь Вселенская, спеши на помощь мне. Вырви из сердца любовные муки, вырви с корнями ненужную любовь. Освободи, спаси от оков. Проснись, река жизни, забурли вода. Стремитесь волны прямо мне в сердце и в разум. Остудите любовную муку. 6 раз зажигаем спичку и говорим. Как погаснет огонь, так погаснет любовь в моем сердце. Как погаснет огонь, так погаснет любовь в моем сердце. Как погаснет огонь, так погаснет любовь в моем сердце. Как погаснет огонь, так погаснет любовь в моем сердце. Как погаснет огонь, так погаснет любовь в моем сердце. Как погаснет огонь, так погаснет любовь в моем сердце. Зажигаем свечу и говорим. Опять 6 раз. Но я скажу 1 раз или 2, потому что памяти не хватит. Как свеча плачет воском, так сердце заплачет в последний раз. Как свеча тает, так любовь в душе растает. Как свеча плачет воском, так сердце заплачет в последний раз. Как свеча тает, так любовь в душе растает. Как тает свеча от огня жгучего, так умрет любовная мука от заговора могучего. Не я приказываю, а сама богиня моими устами говорит: остынь мое сердце, остынь мой разум, он тебя недостоин. 6 раз. Как тает свеча от огня жгучего, так умирает любовная мука
от заговора могучего. Не я приказываю, а сама богиня моими устами говорит. Остынь мое сердце, остынь мой разум, он тебя недостоин. Умирает, не умрет, а умирает слово. Я просто ошиблась. Еще раз, 6 раз. Скинь, мучительная любовь, засохни, заглохни боль. Уйди, любовная мука, пропади пропадом под черным камнем, под могильной плитой, сгори, проклятая боль. Болезненное чувство, исчезни. Все по 6 раз. Теперь берем воду, то есть бокал в руки, и говорим 6 раз. Река, остывай мою боль, огонь, сожги любовные муки, воск растай, любовная мука, умирай. И теперь снова, чтобы постоянно не повторять, по 6 раз. Я отказываюсь от тебя на вечные века. Ты не любим мной. Как не нужен орлу муравей, так и ты мне не нужен. Как солнце с луной не встречаются, так и мы расстались навеки. И последнее, что нужно говорить 6 раз. Берете шерстяную нитку в руки и говорите. Я отказываюсь от тебя, назовите его имя, от твоей любви, от тоски по тебе, от любовной муки, отпускаю тебя. Дальше. Я отказываюсь от тебя, от твоей любви, от тоски по тебе, от любовной муки, отпускаю тебя. 6 раз сказали, в конце берете веревку, так зажигайте над свечой и говорите. Обрываю связь с тобой. Уходи, ты свободен. Воду вылейте. Все эти нитки, спички выкидывайте. Свеча догорит. Огарок свечи отнесите под дерево. Оставьте кусок черного хлеба. Оставьте рюмку водки. Или водку возьмите, просто налейте одну рюмку, поставьте и говорите. Помяните мою любовь к такому-то, такому-то. Как мертвые не восстанут, так и моя любовь обратно не встанет и ко мне не вернется. Да будет так. Отвернитесь и уходите. Вы начнете постепенно остывать. Какая бы у вас сильная ни была любовь, но трезвость наступит очень быстро. Удачи вам. И запомните, если бы я не любила людей, если бы я не хотела добра людям, я бы после этого снятия столько, да, ритуала, и после того, как он был удален, я бы ни за что не восстановила. Но поняв, что этот ритуал, эта работа действительно будет нужна очень многим, впрочем, как и все мои работы, которые очень много чего дают, я все-таки сняла 2-й раз, потому что у меня есть сила воли. Дорогие друзья, ритуалов сейчас насочиняют столько вокруг. Все пытаются кого-то опередить, все пытаются кому-то что-то доказать. Просто 2 слова связать – это одно. А вот когда они у вас работают и меняют вашу жизнь, это совершенно другое. Рабочие ритуалы создавать могут не все. Даже найти рабочие ритуалы среди всех древних не все могут. Поэтому цените это. Всем удачи!